Аркадий, собственно, вы компания-разработчик информационных технологий, которая работает во многих странах мира. Чувствуете ли вы ощущение той самой разности кризиса, которая проявляется в разных странах? По большому счету, наверное, реакции у всех примерно одинаковые. Проблема в том, что кризис накатывается не одновременно. И поэтому, когда ты работаешь одновременно там и с Америкой, и с Западной Европой, и с СНГ, ты видишь, насколько восприятие людей различается именно с точки зрения того, что где-то уже все случилось, а где-то еще кажется, что пронесет. Но постепенно, особенно когда ты попадаешь в этот кризис не в первый раз, а во второй, в третий или в четвертый, то ты понимаешь, что в какой-то момент, если это действительно глобальный кризис, это выравнивание произойдет, и в какой-то степени имеешь преимущество к этому подготовиться получше. Основная масса компаний сегодня, которые публичные, они как бы говорят о том, что прогнозы, которые они строили еще несколько месяцев назад и объявляли свои предсказания на 2020 год, все эти предсказания они уже изъяли, включая и нас тоже. Это такой общий тренд, который происходит. Видим мы самые разные ситуации. У кого-то бизнес as usual, но какой-то процент компаний. Кто-то в очень тяжелой ситуации, кто-то просит повременить, кто-то останавливает программы. Есть какая-то категория клиентов, которые, наоборот, акселерируют программы, потому что они понимают, что это продлится еще квартал, 2-3, а после этого окажутся в ситуации, когда можно получить безусловное преимущество за счет того, что они подготовились лучше к откату этого кризиса. Когда вы спрашиваете, готов ли ИПАМ к этому, интересно, что это форум SIP, а SIP сыграла с нами очень важную роль исторически. И, допустим, это был один из наших первых клиентов в середине 90-х, и мы, наверное, были чуть не первыми, которыми предложили SIP работу в глобальной модели, когда наши люди находились в Белоруссии, а клиент находился в Америке. В то время это была практически революционная ситуация. А мы делали, в общем-то, дизайн довольно серьезного продукта, помогали делать для SIP. И Хаса Платнер персонально был в это во все вовлечен. Поэтому и это было 20 с лишним лет назад. После этого появилась глобализация всего, люди начали к этому привыкать, хотя изначально думали, что сложную работу таким образом делать будет нельзя. Мы, однако, развивались именно таким образом, и мы строили наши цифровые платформы, чтобы поддерживать распределенную работу. Это часть нашей культуры, часть нашего DNA. И когда произошел этот кризис, многие из наших конкурентов оказались в несколько затруднительной ситуации, а те компании, которые такую глобальную разработку делали, особенно в высокой степени дистрибуции, позволило трансформироваться быстрее. Мы за 3 дня переключили 37 тысяч человек на работу из дома. То есть в этом смысле мы, безусловно, были подготовлены. Когда кризис закончится, я думаю, что произойдет очень серьезный скачок востребованности компаний, которые могут обеспечить следующий уровень вот этой цифровой революции. Все, что относится к цифровым операциям, вырастет в разы. Давление на компании быстрее производить более качественные продукты с другим уровнем scalability, гибкости и всего остального вырастут в разы. Поэтому я думаю, что с точки зрения IT-индустрии это будет очень большой буст будущего развития.